Вот так вот мы гуляем в солнечный день, да? Тебе сюда лежанку можешь вынести? Мы пришли в Буду в торговый центр, чтобы посмотреть расписание сеансов на «Звездные войны». Уже завтра состоится премьера «Звездных войн» здесь. Но мы не знаю, когда пойдем. Сейчас посмотрим, что по сеансам. Кино здесь показывают на английском языке с черногорскими или сербскими субтитрами. Ну, соответственно, будем надеяться, что нашего знания английского языка хватит, чтобы понять, что там происходит. Да приводит с нами сила. May the force be with you. Do you speak English? Yes. Is there a tickets for today? Yes. 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 И, наконец-то, в первый раз нам встретился человек, который понимает по-английски лучше, чем по-русски. Бывает даже так в Будве. У нас, конечно, немножко дико. Мы вообще привыкли уже давно покупать все через приложение. А здесь расписание сеансов на бумаге. Вообще, вот в плане вот такого сервиса Россия сильно далеко вперед ушла. У нас есть приложение на все. Заказ еды, заказ пиццы, заказ билетов в кино, заказ билетов на всякие мероприятия. Мы не ходим никуда не звоним, мы все покупаем через приложение уже, наверное, много лет. Ну, еще одна прям проблема нарисовалась, то, что кино «Звездные войны» в этом кинотеатре в Будве показывают только в 3D. Я ненавижу 3D, потому что, по-моему, 3D совершенно убивает кино, убивает краски, убивает саму суть кинематографа. Это не кино. Может быть, поедем в Подгорицу и посмотрим в Подгорице. В принципе, это не очень далеко, всего 66 километров. Но это 66 километров по серпантинам, и ехать эти 66 километров примерно 1,5-2 часа. И то есть 2 часа туда, 2 часа назад, чтобы посмотреть кино. Мы решили не издеваться над собой, а в понедельник поехать в Подгорицу и посмотреть «Звездные войны» на большом экране, в плоском, в 2D формате. Я думаю, что этот фильм того стоит. Сейчас приедем домой и купим билеты. В кинотеатре, который в Подгорице, билеты можно купить онлайн через сайт, что уже, в принципе, неплохо. 100 лет не покупал ничего через сайты. Ну, билеты в кино, я имею в виду. Так. Значит, смотрите, цена одного билета 4,80, всего 9,60, то есть это 10 евро, 700 рублей. Ну, примерно то же самое, что в России, в том кинотеатре, в который мы ходим. Так, подтвердить резервацию. Да, в общем, мы придем в кинотеатр, подойдем в кассу, покажем им штрих-код, либо код бронирования, и заплатим деньги, и нам дадут билеты. Могу заплатить чеканной монетой, чеканной монетой. У-у-у. И могу заплатить, все заплатить. Сколько, скажи, можно слушать эту песню? Сколько можно? Ведь могу заплатить за все, за все. Зай, а что ты делаешь? Скажи, вообще-то на комменты отвечаем. Посмотри. Ну, простите. А то все думают, что это делает кто-то другой. Да, Зай. А это все ты, да ты. Конечно, я. Конечно, Ты, я. да ты моя Зая. Папа просто подставкой мне служит. Подставкой, да? Чтоб ты же маленький. Да. Доставать, чтобы было удобнее, да? Да, скажи, да. Ой. Что, любишь сегодня папу так? Да, все, мой заяц.
давно на машине не ездили, и я забыл сделать это. О, нет! Нет, клей! Так заклей, лучше потом нормально снимем со спиртом. Ты сейчас будешь ехать, они тебя будут разряжать еще больше. Может быть, вторая? За что? Подгорится. Сколько километров не писал? Ну, писал, кто бы посмотрел. А, Я же занята была съемкой. правильно. Что, уже 2 недели прошло, да, с тех пор? 2 недели мы уже здесь, прикиньте. Что-то даже не верится, как будто... Мандаринчики растут. Ага. Как будто дня 4, да, пока что здесь? Да. По ощущениям. Я же говорю, так скоро уже домой ехать надо. Блин. Не кайф. Так вот выглядит Будва. Это не буду, это Бечище. А, да, это Битич. Так, и смотрите цены на топливо. Бензин 98 евро 35, 95 евро 31, дизель евро 26 и газ 0,63. И обратите внимание, что я везде указываю цены за 1 литр, потому что мы в Европе используем литры, в США используют галлоны, и сейчас я напишу внизу, как перевести из галлонов в литры. Вообще, конечно, прикольно, да, то, что, чтобы посмотреть кино, нам нужно ехать в столицу страны, чтобы посмотреть кино на большом, я надеюсь, что на большом экране. Мы вообще тут рассуждали, что, в принципе, и в Ростове, в нашем родном городе, мы ездим в кинотеатр, который находится в другой части города, и эта дорога занимает у нас примерно 1 час. А здесь, получается, дорога будет занимать 1,5 часа. Понятно, что по километражу гораздо больше, но по времени примерно то же самое. Посмотрим, что за кинотеатр. Обвал произошел, что ли? Сетку меняют, ага. Вот уже и Подгорица виднеется. А нам еще пилить километров 10, потому что дорожка такая. 7. Просто нам понятен смысл слова без перевода. Вообще Подгорица это значит там under mountain, то есть под горой. Гора называется. А гора Горица. называется еще и Горица, да. Да. Но Горица это гора, в смысле просто. Я так понимаю, что они переходят с кириллицы на латиницу, и поэтому у них дублируются надписи и так, и так. Мы, кстати, поняли, что у нас дома проблемы с посудой, ну не с посудой точнее, а с кастрюльками, со сковородками. Их мало и они достаточно убогого качества. И поэтому сейчас думаем приобрести себе гриль, электрический гриль, который мы потом сможем забрать домой. Я, правда, не представляю, как мы запихнем его в багажник, но повезем в салоне, если что. И сейчас, если мы будем кино смотреть, оно, наверное, в торговом центре, кинотеатр расположен. Если есть какой-то магазин с электроникой, то сходим, приценимся. Если нормально, то сразу, наверное, и купим. Потому что чевапчичи и плескавицы лучше жарить на гриле. Мне вчера не спалось. Я нашла 90 рецептов, что можно приготовить На гриле? на электрогриле. Поэтому все 3 месяца будут разнообразные блюда. Вот здесь налево, да? Вот. Поверните налево. Это туда прям в глубину ехать.
правильно едем, интересно? Да. Где теперь парковаться? Надо искать место. Вот было бы место, если бы они криво не стояли. Ну, такой торговый центр, в принципе, вроде не стыдный. Nike, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Zara. Все как всегда. Да, большинство стандартных магазинов, которые есть во всех торговых центрах. А вот так выглядит поражение глобализации. Фудкорт в огромном торговом центре. И здесь нет ни Макдональдса, ни KFC, ни даже Subway. Ну что, корпорации, доигрались? Какой-то забавный магазинчик, книжный, со всяким барахлом. Книжки на английском. О! «Война и мир», Лев Толстой. 3,79. Это то, что я называю легкое чтиво. Ты доволен? Да. Мы купили доску и маркеры, чтобы писать на ней расписание выпусков видео, потому что я просто уже не могу без этого. Я должен пить кофе там и смотреть на это расписание, и продумывать, рисовать какие-то картины из видео, иначе я уже не могу. Очень к этому привык. Эта доска теперь вот так висит у нас дома в телевизионной зоне. И мне ее прекрасно видно и с рабочего места, и когда телевизор смотрю. И теперь всегда думаю о расписании, о новых видеороликах. В общем, торговый центр в целом не очень интересный, поэтому мы по картам поискали, где здесь есть магазины с электроникой. Сейчас, может быть, по пути зайдем, а если не найдем, то просто по городу погуляем, посмотрим. Здесь напротив кинотеатра есть гипермаркет, ну, в обычном нашем понимании. И в этом гипермаркете мы так приценились, цены получаются еще чуть ниже, чем везде. Ну, то есть, если в Подгорицу едем, то есть смысл заезжать в этот мегамаркет и что-то покупать. Какой-то жилой квартал, здесь недалеко от торгового центра. Не очень высокоэтажная застройка. В общем, с грилем вышел фейл, нигде мы не нашли его. Будем голодать. Да, будем голодать теперь и жарить все на сковородке. С жиром, это ужасно. Фу. С вот таким вот чудесным видом на снежные горы мы едим. Я взял себе пиццу, а Ира какую-то вот такую штуку, покажи-ка она выглядит. Она вот так вот завернута. Они отдельными. Отдельно, да. Какие-то буреки. Буреки, да. Очень вкусно. По 1 евро. 1 евро у нее, 1 евро у меня. То есть всего на 2 евро мы набрали. Вот они, заветные билеты. Ну, давай посмотрим. Кресла не откидываются. Ну что, 3 балла, не выше. Но учитывая то, что прошлая часть была вообще на 2, то это прям рост вверх. Товарищи Диснея, вам должно быть стыдно. Почему не было Микки Мауса? Да, только Микки Маус мог бы спасти все это действие. А прикинь, было бы как классно, вот если бы злодеем был Микки Маус. Он снимает шлем, и у него такие уши пау, во все стороны. Ой. Ладно. Как хочешь.
что, как вы помните, когда мы были в Подгорице, мы не смогли найти себе гриль. Но эта мысль не покинула нас. И поэтому сейчас мы продолжим наши поиски. Мы вспомнили, что по пути в магазин был какой-то гипермаркет электроники. И сегодня мы все равно хотели поехать затариться продуктами. И заодно заедем туда. А вы вообще замечали, что по знакомой дороге ехать гораздо быстрее? Но вот когда ехали из Подгорицы обратно, показалось, что вообще вот так доехали. Мы ехали всю дорогу, обсуждали и «Звездные войны». Ну да. Так что, может быть, и сейчас до магазина мы доедем быстрее. Что думаете? Вы их снимали. Такой вот магазин Техномакс, Мегастор. Так, вот есть гриль горение, 64 евро. А вот тефалевские, да. Вот они. Вот она, наша альма-матер. Так, смотрите, есть оптигриль тефалевский, который с автоматикой, но он очень дорогой. 185 евро. Вот маленький за 75. За 65. Так, и вот еще что-то. А, это уже вафельница. Они все снимаются. В общем, сложный выбор у нас. Вот эти две модели практически одинаковые, и у них не снимаются вот эти поверхности, то есть их будет неудобно мыть. Это другая модель, стоит чуть дороже, 75. У нее снимаются поверхности, но у нее нет крышечки, куда будет стекать жир. Это очень дорогая, с автоматикой. И вот есть горение, у нее тоже снимаются, и тоже нет баночки под жир. И мне не очень нравится качество сборки. Там еще есть Bosch, они по 99 евро, но они такие же у них, то есть не снимаются крышечки. Или крышечки снимаются, но нет, то есть нет идеальной, чтобы и крышечки снимались, и чтобы и под жир было. Я склоняюсь к вот этой. Ну что, берем? Ну, будем подставлять что-то под жир. А вот GoPro-шечка 8. Я сейчас на нее засматриваюсь, потому что снимаю много для второго канала. Поздравляю! Ну что, в принципе, нормальный магазин. Цены, ну, как в России примерно. Что не понравилось? Ценники не везде актуальные. Вот, допустим, на GoPro неправильный ценник был. Сейчас я вот фоточку прикреплю. То есть сначала мне показалось, что очень дорого, дороже, чем в России. А получается, по актуальным ценам ровно столько же, даже на 1000 рублей дешевле, чем в России она продается. Вот чему верить, получается, непонятно. Также и гриль. Да, также и гриль, получается. Он по ценнику был 65, а по факту мы его купили за 63,75. Ну, а так, нормальный магазин, выбор есть из чего выбрать, есть на что поглазеть. Ассортимент именно в наличии приличный, то есть там, ну, как в обычном российском МВидео. Смотрите, это плескавица. Традиционное балканское блюдо. Лепешки из рубленого мяса. А это наш новый гриль. А вы знаете, что получается, если совместить гриль и плескавица? Жена. Жареные плескавицы. Вкусный ужин. Хорошо. Вот смотрите, о чем мы и говорили. Нет корыца под жир, и приходится подкладывать тарелочки. Ну что ж, дегустируем. Божественно. Божественно. Серьезно. Чего они добавляют сюда? Не ел плескавицы, в Черногории не был.